Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович, и сегодня короткий обзор активности моей собственной на рынке. Рынки волатильные, особенно вот эти 2 дня, пятница и четверг. И традиционно мы разберем мои основные сигналы системы Cluster Trader. Давайте начнем с золота, потому что сегодня золото, как обычно, это бывает раз в месяц, 2 раза в месяц, приносит гигантский профит. Сегодняшняя первая позиция, это позиция на покупку в районе 1839 за тройскую. Мы видим TC Buy, да, и это очень агрессивная сделка. У меня ничего кроме TC Buy сигнала нет. Но мы видим, насколько цена удалилась от ценности. Вот здесь мы пробили 1845 поддержку 30-минутную. И от нее удалились на 80 пунктов, это достаточно много. Затем мы видим рынок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 минут, да, практически без остановки падал и сформировал 2 свечи, которые не смогли закрыться ниже минимума вот этой большой нисходящей свечи. Мы видим такой волчок, даже не волчок, а некую свечку неопределенности, и тут же стрелочный с более высокой ценой закрытия. Видим закрытие выше этой свечи, и я сразу нажимаю Buy. Но это очень агрессивно. Мы видим, что потом рынок сформировал для нас паттерн, слабое дно SD, вот здесь. И вход по этому паттерну даже чуть выше здесь, но это более консервативный вход, потому что рынок, как правило, после стрелочного, если пытается уходить наверх, пытается ретестить затем. То есть приходить и снова тестировать предыдущий минимум, либо максимум, в данной ситуации минимум. Но тем не менее, агрессивный лонг немного не дошел до стоп-лосса. Вот здесь посмотрите, где я держу мышку, мой стоп был. Тут же рынок выскакивает. Здесь же мы не дошли до вот этого тейка, вот здесь. Мой тейк-профит в районе 1843. Немного не дошли, я закрываю позицию вручную. И беру примерно 23 пункта, не очень большой, да, профит, контртренд, да, это контртрендовая позиция. Но затем мы видим, рынок стал расти, и самое интересное, подошел вот сюда, где мы ранее видели вот этот мощный пробой, подошел к 30-минутному уровню, предыдущая структура. Посмотрите, как мы тикнули эту зону, подошли, еще раз протестировали, и вот здесь, на этом баре, мы впервые сделали более низкий минимум. Пробили, закрылись ниже минимума. Мы видим тренд-фильтр по-прежнему, да, все это время красный, мы видим медвежий моментум. Но у вас возникает логичный вопрос: Аркадий, что случилось? Где стрелочный? Где ротация бара? Да? Почему ты здесь продаешь? Это одна из моих техник, которую я уже говорил своим трейдерам еще в прошлом году в закрытом чате, и которую я планирую и уже использую, да, в этом году. Это техника возврата к ценности при определенных условиях. И немножко забегая вперед, скажу, что вот этот бар, я хочу обратить ваше внимание, то есть что, собственно говоря, являлось одним из, да, ключевых критериев, это вот эта свеча. Посмотрите, какая большая диапазонная свеча. То есть произошло расширение волатильности прямо на уровне сопротивления, то есть предыдущая зона поддержки, которая становится сопротивлением. И мы видим, что тренд медвежий. То есть мы у сопротивления вдруг быки стали активничать. Обычно происходит так, что если мы видим высокодиапазонную свечу, цена идет дальше, поэтому я использую более низкую цену закрытия, потому что мы отсюда могли бум-бум-бум улететь наверх, но если этого не произошло, то это очень-очень солидный фильтр, да, для того, чтобы входить по тренду. Но опять же, здесь есть еще другие критерии, я не буду раскрывать пока все. Да, и в рамках, да, моей системы Cluster Trader, это не какой-то другой сигнал, другая система. Все в рамках одной системы, только некоторые дополнительные закономерности я стал отслеживать. Да, и мы видим, эта сделка принесла первые 30 там плюс-минус пунктов, и потом вот этот сумасшедший профит. Причем рынок мог немного
Точнее, немного не смог дойти до моего гигантского тейка в 200 пунктов. Я закрыл вручную чуть раньше, после того, как увидел TC Buy. Вот здесь мы видим тоже паттерн, тоже возможность взять небольшой профит контур, но я здесь не входил. И затем мы видим пауза. И заключительный сигнал — это TC Sell по тренду на кластер 2. Стрелочный на sell, тренд фильтр красный sell. Ну, здесь небольшой был профит, где-то 15 пунктов, но очень-очень солидно. Да, одна вот эта сделка свыше 200 пунктов, если мы торгуем объемом один лот, это свыше $2000, и плюс вот эти еще мелкие позиции. То есть еще раз, когда рынки трендовые, когда рынки волатильные, это отличная возможность, чтобы делать профиты. Идем к NASDAQ. NASDAQ не менее был интересен, но здесь была небольшая такая мясорубка у меня сегодня. То же самое мы видим, NASDAQ пробил уровень, удалился от ценности на 100 пунктов TC Buy. Вот здесь TC Buy очень агрессивный. Почему? Потому что я покупаю прям под уровнем. Смотрите налево, смотрите сюда. Поддержка. Мы только пробили уровень. Если я здесь Buy нажимаю, но это абсолютная глупость. То есть я покупаю прямо под сопротивлением. Предыдущая поддержка, пробитое сопротивление становится. Затем рынок протестировал эту зону, сделал новый минимум. TC Buy я агрессивно покупаю. Причем рынок только дернулся, я тут же ужесточаю свои стопы, да, потому что агрессивно. Беру небольшой скальп здесь, плюс 25-23 пункта. И затем беру еще один второй тейк, плюс там, почти 50 пунктов за какие-то 5-10 минут. Затем рынок пришел к предыдущей вот этой структуре, внимание налево, где у нас был пробит уровень. Рынок подошел, протестил, и я здесь захожу снова на более низкой цене закрытия, тоже один из моих трейдов, о котором мы еще будем говорить в новых видео. И беру вот здесь единственный скальп 18 пунктов. И по второй позиции выхожу по нулям, потому что я не зафиксировал и не вошел вот здесь на buy. Рынок продолжил снижаться, у меня была возможность здесь закрыть, я не стал это делать, но и не купил здесь, хотя здесь гораздо более выгодный buy. Почему более выгодный buy? Потому что тест уровня стрелочный, более высокая цена закрытия, мы видим свечку неопределенности перед этим, и я недополучил вот от той продажи 40 пунктов и не купил здесь. Обычно я покупаю, тем более, еще раз подчеркну, вот это buy сделка, да, гораздо выгоднее, чем вот это, и она более консервативная. Почему? Потому что здесь уже слева есть уровень, еще свеча неопределенности, еще более высокое закрытие. И посмотрите, какой моментум на 100 пунктов еще. В общем, NASDAQ сегодня в огне. И вчера NASDAQ тоже бесился. Это не здесь. Бесился, но только под самый вечер. NASDAQ взбесился. Это вчерашний график. У меня была одна сделка. Это сделка, которую открыл мой робот. Вот здесь sell. Первый тейк был здесь. И второй тейк был в районе 12 950, мы видим, рынок тикнул, да, причем вот в этой области тоже были сделки под самый вечер, но я в них не участвовал. То есть одна сделка суммарно поменьше, чем сегодня, да, мы видим, что рынки вчера были чуть менее волатильны, чем сегодня, как я называю, скорость изменения цены. Вот здесь мы, грубо, там за час с небольшим прошли 60 пунктов. Сегодня движение было вот здесь после TC Buy сигнала. Мы прошли за 30 минут 100 пунктов. То есть скорость изменения цены сегодня была значительно выше, чем скорость изменения цены вчера. То есть здесь мы за меньшее время можем делать больше деньги. Еще раз для тех, кто новенький. Вчера мы прошли больше, чем за час, всего лишь там 60 пунктов. Сегодня при практически, да, таких же сигналах мы прошли за 30 минут 100 пунктов. То есть эффективность в 2 раза больше. Да? Поэтому нас интересуют именно такие рынки, где высокая скорость изменения цены. Ну и золото, конечно, сегодня главный патимейкер. Вчера тоже на самом деле было достаточно позиций.
робот покупал. Вот здесь тоже ротация бара, да, пробой уровня, коррекция, белый бар buy. Потом мы видели здесь сложное слабое дно, да, паттерн. Вообще вчера хватало, представляете, что вчера творили TC мои сигналы, потому что золото было преимущественно в консолидации, находилось стрелочный TC sell, стрелочный TC buy, стрелочный TC sell, стрелочный TC buy и так далее, и так далее, и так далее. То есть как только рынок начинает флетить, да, мы сразу получаем кучу возможностей, хотя сегодня золото находилось в тренде, но посмотрите, вот здесь стрелочный на sell, шорт. Один из моих учеников торгует в Европу, используя стрелочные по золоту. И вот его два квалифицированных сигнала. Он торгует с 9 до 12 Москвы. TC buy здесь, TC sell здесь. То есть от минимума до максимума. Затем рынок отвалился, стрелочные здесь, представляете, отбились, но это уже после, да, это между Америкой и Европой. Затем здесь TC buy, здесь, даже несмотря на то, что рынок трендовый, да, и эти сигналы против тренда, мы видим реакции после их появления, но, конечно, меня больше интересуют вот такие сигналы TC buy, sell по тренд-фильтру. Видим, NASDAQ продолжает снижаться. Представляете, вот TC sell здесь, сегодня TC sell тоже TC buy в ударе. Тоже 20 пунктов отвалились уже, но это не квалифицированный стрелочный, здесь вообще ничего нет. Еще против тренд-фильтра, нет паттерна, нет уровня и вообще ничего. Очень-очень агрессивно и нет сильного удаления ценности, вот что еще важно. Да, если вот здесь я покупал, да, вы тоже скажете, а что, нет паттерна, нет уровня, какого хера, да? Но есть очень большое удаление от ценности. Удаление от ценности – это один из принципов, о котором мы в закрытом чате с трейдерами очень много говорим. Но здесь мы видим пробой уровня, тут же стрелочный. Если тут же стрелочный, хорошо, я предпочитаю дождаться паттерна, да, и тогда уже искать позиции на sell. В общем, трейдеры, я надеюсь, это видео для вас было интересным и полезным. Если да, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Хотите торговать по сигналам системы Cluster Trader, то добро пожаловать. Ссылка на систему под этим видео. Встретимся с вами на онлайн-торговле. Все, всего доброго и до связи. Пока.